Им нужна борьба, борьба, война, война как можно дальше. Но мы должны потом узнать, за что они погибли. Мне, когда сказали, что возьми деньги... Тебе предлагали? Да. И что ты ответила? Дала в челюсть. А выход-то какой? Заканчивать все это. Садиться за стол переговоров и прекращать убивать друг друга. Это третья, заключительная часть наших интервью с мамами российских солдат, оказавшихся в феврале 2022 года на войне в Украине. Весной первого военного года мы познакомились с Гульнарой, Татьяной и Ириной, чьи дети были солдатами-срочниками, призванными за полгода до начала боевых действий. Для всех трех мам и само происшедшее, и то, где и в каком качестве оказались их сыновья, стало шоком. Гульнаре удалось забрать своего ребенка. Чтобы защитить и ее, и сына, мы снимали интервью с закрытым лицом. Татьяна и Ирина искали своих сыновей живыми или мертвыми, но никаких сведений им получить не удавалось. Год назад, в ноябре 2022 года, у Ирины появилась надежда на то, что ее сын Кирилл в плену, но официальных подтверждений этому не было. В прошлый раз мы встречались год назад, в ноябре 2022 года. Обе женщины рассказывали о том, что военное руководство предлагает им взять деньги в обмен на признание сына погибшим. Обе они категорически отказывались. Сегодня последняя часть этого интервью, и в нем участвует только одна мама – Ирина Чистякова. И вот почему. Татьяна, конечно, к сожалению, мы уже больше не общаемся с Колодей. Так сложились обстоятельства. У каждого есть свои моменты в жизни, да, о которых человек не хочет, чтобы другие знали. Да? Насколько я знаю, в семье Тани прошли похороны. Из-за этого и вышел конфликт. У нее прошли похороны, но сына она не нашла. Для меня это был такой стресс очень сильный с ее ситуацией. Я не могу принять это. Ты же не можешь принять что? Что она согласилась признать... Что нету тела, да, нету. Как принять? Я не могу. Для меня вообще все мальчишки, кого мы начали искать с 22 года, они для меня настолько мои сыновья стали. Вот я за них болею, как за своего. А почему люди соглашаются на похороны? Даже не на похороны, а на признание. Потому что закон такой. 6. Я, кстати, была против этого, когда принимали этот закон через 6 месяцев признавать, кто без вести пропавший. Если кто-то сказал, что он погиб. По этим свидетельским показаниям человека признают погибшим. Я была против принятия такого закона. Командирам частей будет очень выгодно списать с воинской части того или иного солдата. Если в течение 6 месяцев не находят ни тела, ничего, то по суду считается, что этот человек погиб. Суд уже принимает решение либо в пользу воинской части, если они инициируют, либо в пользу родственников, если они против. Когда военнослужащий признается погибшим, сколько денег получает семья? За офицера я знаю, что одна супруга получила 20 миллионов. За простых рядовых 13-15. Я слышала, что там 7-5 выдают, там еще кто-то там что-то выдает. Но мне настолько дико, мне когда сказали, что возьми деньги. А тебе предлагали? Да. Возьми деньги, пока дают. Так же, как, в принципе, и Тане говорили. И что ты ответила? Дала в челюсть. На меня вызвали полицию. Полиция приехала, меня узнала с твоего эфира. И сказали, что давайте без нас. Верните матери сына, когда она вам втащит второй раз. Тогда мы примем к ней какие-то меры. Так сказали полицейские. И все. Ты отказываешься признавать Кирилла погибшим, ты отказываешься брать деньги. Значит ли это то, что ты веришь, что он жив? Я верю, что он жив. Какие у тебя есть основания для этого? Никаких. Мое
мое сердце и мои бесконечные слезы, пока я не увижу. Или не будет каких-то весомых подтверждений, что он погиб. Я не признаю. Хоть 10 лет. Я буду его ждать и искать. Я читала очень много таких комментариев. Она там за деньги, она там за что. Я когда читаю такой комментарий, я говорю: уважаемые, оденьте мою обувь. Оденьте мою обувь и идите мой путь. И возьмите эти деньги, если они вам нужны, и счастье вам принесут. Я правильно понимаю, что ты Тане Колоде в итоге не простила того, что вроде вы вместе с ней начинали искать, и что у нее кончились силы, она перестала искать и согласилась? Может быть. Осуждать таких женщин можно? Нельзя. Я очень плакала, Катя, я так ревела. И он мне приснился же после вот всех событий. Он мне такой говорит: Вадим, я в жизни, в глаза-то вживую никогда не... Вадим Танин сын. Танин сын, он мне приснился, да. И говорит, так вот на расстоянии. А я понимаю, что это он. Я говорю: Вадим, тебя мама ищет. Он говорит: тетя Ира, передайте маме, что я уже дома. Где дома? Тела нет. Может быть, потом, конечно, это придет такое успокоение, осознание, что хоть что-то есть, да, куда-то можно прийти, приехать. А вот если когда пропавший без вести, вообще ничего нет. Много сейчас возвращается у вас там в Карелии? У нас в Карелии погибших ребят приходит больше, чем в Ленинградской области. Это ваши карельские или это из зон? Карельские. Ну, есть, да, ребята, которые из тюрем. Конечно, мне звонят чуть ли не каждую неделю. Тот-то погиб, приходи на вынос. Да я не хожу. Что значит на вынос? Ну, в похороны. То есть в морг приходи. Прощаемся с тем-то, с тем-то. Я говорю, я в храм схожу. А почему ты не ходишь на похороны? Во-первых, я не знаю, есть там кто в гробу или нет. А если погиб, действительно, может быть, и пустой гроб отдали, а тело разорвалось так, что его там и не собрать, или сгорело полностью. Никто же не вскрывает эти гробы. Если погиб, я лучше в храм схожу, захожу панихиду, постою. Я тут удивилась, мы были с Эмилией в Питере, я пошла в Лавру Александра Невского. И я знаю, что заказать же там панихиду, это все дорого. И за все надо платить деньги. И я вот написала там свою семью и военных, там 10 человек нам было, там 15 написать. Написала, значит, в панихиду. И она смотрит, вот здесь гражданские, да, вот. Она говорит, вот за это 200 рублей, а это на панихиду. Я говорю, так она говорит, мы за это денег не берем для меня. Я говорю, да. И я пошла, и, 200 с лишним человек, я там писала. Это все, что у меня были там в телефоне. Я за всех, и за погибших, и за пропавшие без вести, кто, за пропавших без вести молятся как за живых. Она говорит, а это все военные? Я говорю, да, военные. Она такая, не надо ничего. Я вышла, я так была удивлена. Серьезно. Это правда, что есть такой вид похорон, который называется похороны майки? Да, есть. Что это? Это вот, когда 100% ты уже знаешь, и люди подтвердили, и есть доказательства, что погиб ваш брат, погиб, захоронят форму этого брата. Нету, сгорел. Все, нет останков. Может, они где-то есть. Но, видимо, кто торопит вот эту процедуру захоронения. Значит, надо там спросить, зачем. Ждите до конца СВО. Украина не скрывает, что захоранивала наших солдат. У них есть все точки, метки, и они изгумируют. И вот была изгумирована там Малая Синдемихина, захоронение наших солдат, они вернули их в Ростов. Я не скажу, что вот как раньше там, там пишут, люди, которые недалекого ума.
украинцы там скормили военных свиньям. Это я, здравомыслящий человек, я же понимаю, что они этого не сделают. Если они вот он мне присылает видео, да, вот военный, да, который... Они идут просто по какой-то местности и находят там тело российского солдата, который больше года там пролежало. Ну, все там скелет и форма. Так вот, если комментарий вот этот наложить вот на этого военного, который нашел этого российского солдата и собрал это все в мешки и сдали, да, там на экспертизу, то я думаю, вот этот бы военный солдат точно этого комментатора бы пристрелил, наверное. Потому что они не скармливают. Это вот... Российские военные также относятся к телам украинских погибших? Честно, я не видела ни одного такого случая, но украинских военных я в морге Ростова видела не один раз. Ты, судя по всему, как на работу туда ездишь. И тебе как не позвонят, ты в морге Ростова. Да, такое было такое. Сейчас я не ездила в сентябре и в октябре. Ну, у меня вот этот упадок сил, ну, вот это вот все, вымотанность, слезливость постоянная, потому что я так устала от того, что я вроде уже все знаю, но не могу это доказать, да, и добиться этого. Вот я знаю на сегодняшний день, я уверена, да, что мой сын жив, но я не понимаю и не знаю, почему украинская сторона не дает никакой мне возможности увидеть его. Они говорят, а мы вам должны, да нет, вы мне ничего не должны, вы мне не обязаны. Ты знаешь историю о семьях, которые взяли деньги как за погибшего, а потом человек оказался жив? Ко мне сейчас буквально недавно обратилась женщина, которая похоронила своего сына и вдруг увидела его на видео живым. Я как бы пока еще не стала помогать и искать вот всю эту ситуацию. Я хочу своего найти. Я хочу своего сына найти. Я уже многим помогла. Помогите мне. Я за гробами ваших детей ехала и летела. Почему своего не могу найти? Почему? Скольких ты похоронила? Похоронила конкретно вот так, когда опускала гроб, первого и единственного. То, что он был сирота? Он был сирота. За Жуковым я прилетела на похороны в Санкт-Петербург. Я честно смотрела, как везут это тело, вот перекладывают в этот ящик. Я уже тогда успокоилась, что все. Это точно Антон. Больше я на похороны не ходила. А нашла? Много. Вот так вот и через морг около 500 человек за вот эти все 18 месяцев. С кем я общалась, там просят. Мама там молодая, Марина. Я уже в морге, она мне скидывает: Ир, посмотри, может быть, мой есть. Я говорю офицеру: слушай, давай посмотрим вот этого пацана. Там по фамилии нет, там поэтому нет. Давай по жетону проверим. Там раз по жетону, хоп, выскочил. Есть такие останки. Я ей пишу, что он здесь, но без ДНК тебе никто не отдаст тело. И вот с мая месяца она только вот сейчас, в сентябре, захоронила сына. А история, когда вот деньги получили, похоронили, все, а он вернулся, есть? Есть такие истории. А в этой ситуации нужно деньги возвращать? Как юристы мне сказали, что нет обратного закона вернуть эти деньги. На что обычно в России тратят деньги вот эти за мертвого? Ну, в основном, вот с кем я общалась, там, ну, молодые жены, вдовы, дети остались, в основном на жилье. Покупают квартиры. Почему ты не берешь? Ведь если он придет, тебе же не нужно будет возвращать. Как я могу продать ребенка своего?
Но вот придет все равно это время, они меня прижмут. В любом случае, Катя, ты же понимаешь, что все равно не будешь его вечно там в плену и не обменять, и не найти. Все равно они мне скажут, что давайте, Ирина Петровна, признаем погибшим. Мне майор дал слово, что он этого не сделает, пока он живой. Майор, который винит себя, что его там не было, что он был вытащен. А где он был? Ну, в части. Он со срочниками, ну, там, должность. И он выходит тоже туда, на передовую. Они же в системе все. Есть приказ, надо выполнять. Да я же с таким умом, если бы мне дали приказ, я бы его пошла и исполнила. Потом давайте разбираться, права я, не права. И если бы я была на месте этих солдат, и ты бы пошла, и ты бы исполнила тоже. Сказали исполнять, и пойдешь исполнять. Официальный статус по Кириллу сейчас какой? Военнопленный. Я все равно, я не знаю. Да он живой он живой. Хоть меня и распирает, рвет изнутри. Живой, он живой. Просто меня распирает из-за того, что я не могу его услышать, увидеть и обнять, в конце концов. Только во сне. Он мне когда снится, я ему говорю: скажи мне, ты живой или ты погиб? Скажи мне. Я прям вот ору. А он мне говорит: да живой, я живой. Это вот его манера, когда он устал уже от того, что я ему говорю: сделай. Да сделаю, я сделаю. И тут он: да живой, я живой. Я говорю: да ты понимаешь, что у Бога-то все живы? Он говорит: ну вот ты сама и ответила на свой вопрос. Ну, это не ответ. Это не ответ, да. У Бога, говорю, все живы. Вот эта стопка бумаг, что это вообще такое? Это, Катя, моя жизнь, которая моя стала. То есть, если я раньше работала для того, чтобы обеспечивать своих детей и помогать своим детям, я их одна ращу и воспитываю, и Кирилла, и Емилю, то с 22 года, с апреля месяца, вот это вот моя жизнь. Так еще сколько у меня в электронном виде, сколько я не распечатаю, потому что у меня реально нету сил это таскать. Бумага, оказывается, такая тяжелая. Когда один раз приехал в Министерство обороны со своей той большой сумкой, я полковнику просто сказала, пока пальто снимал, типа, надо пальто снять, я говорю: подержите. Вот он взял сумку, и он вот так вот согнулся. То есть он говорит: а вы как это носите? Я говорю: своя ноша не тянет. Потому что одно дело вам в электронном виде это показать, а другое дело, когда я вам вот все открою, раскрою, все зачитаю, все покажу, куда, что. Это реальное мытарство. Попади к одному, ко второму, к третьему, ты не можешь попасть, потому что кто такая Ира какая-то Чистякова, тут ломятся там в Следственный комитет или в прокуратуру, да. Делайте запрос, пишите. Потом вот я начала, конечно, вот эту борьбу свою, а это борьба, которая у меня стала отнимать и силы, и здоровье, стала меня делать более жесткой, что ли. Именно к ним жесткой, не к людям, не к окружению, а именно к тем, кто сидят за большими дверями в своих кабинетах, в теплых. Они ж не в окопах, они здесь. И это все очень тяжело. Давай постепенно. Мы с тобой расстались на том, что ты хотела поехать в Украину. Да. Удалось ли тебе это? Нет, в Украину мне так и не удалось поехать. Уже очень много людей пытаются помочь мне туда попасть. Я должна туда попасть законным образом. Дайте мне визу, и я приеду. Я связалась на то время, еще был жив, царство ему небесное, Монастырский Денис. Мы с ним обсудили все моменты. Я ему сказала: в ноябре месяце мой сын признан военнопленным. Человек, который его видел в плену в Киеве, сказал, что это подвал, в котором 100 человек. 15-20 – это которым от 18 до 20 лет.
И они там находятся более полгода. То есть, на октябрь месяц, с марта, как мой сын пропал, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. И он говорит, что более полгода там сидят. То есть, не оформленные, никак, никто о них не знает. И когда он говорит, что такого типа не может быть, но я проверю. Это вот были слова Монастырского. Потом я говорю, давайте я приеду, потому что информация всякая разная. И что интернировали его в другую страну. И что держат в нелегальном плену. И такая информация. И что он погиб. И такая информация. Откуда такая тебе информация приходит? Так как я веду такую вот активную деятельность, да, я вынуждена находить и местных на той стороне, и военных с той стороны, с Украины. 3, которые мне вот ответили. 1, что я точно ничего не знаю, я не был в Рогане. Но 2 ответили, что если ваш сын был в разведроте, то в живых там никого не осталось. Вот он так написал. То есть очень много недоговорок с 2 сторон. И эти врут, и эти врут. А почему ты думаешь, что не врут? Потому что это война, и каждый преследует свои цели. А у меня одна цель – найти моего сына. Последний раз ты с ним разговаривала? 22 марта. Я искала своего сына. Я знала, что он где-то на Украине. Конкретно где, я не знала. И когда я дозвонилась до той женщины, с чьего номера звонил мне сын, она сказала, я скажу единственное, это Малая Рогань. Но в последующем же я нашла, что это улица Стадионная. Скорее всего, что дом номер 1. Я вот вплоть до этого. Ведь мы знаем, что там были погибшие. Кто эти погибшие? Когда мы с тобой первый раз в мае месяце 22 года записали интервью, BBC, вы после нашего интервью с тобой выехали в Малую Рогань. Я видела этот репортаж, как с колодцев, с канав поднимали российских солдат. Там были... Тела, в смысле, российских? Тела погибших. Там были представители с украинской стороны, как у нас прокуратура, там, может, СБУ, там, ФСБ, скорее всего, что там все эти службы были, потому что там убитые, их как-то надо фиксировать. В конце мая едут они в Малую Рогань, BBC выдают этот видеоматериал, как вытаскивают этих погибших. Их куда-то там отвезли в определенные места, в морг, в контейнера, неважно куда. Но куда-то их должны были отвезти и там идентифицировать по каким-то, может, личным вещам, если были бы. И вот они там в конце этого ролика говорят, что мы не знаем, есть ли среди этих погибших сын героини «Скажи Гордеевой», Ирины Чистяковой. То есть получается, что как только я сказала о Малой Рогане, туда поехали репортеры. Если бы мне чуть-чуть вот на то время была другая голова, и я бы согласилась с ними даже поехать туда, в Малую Рогань. Я не скажу, что я испугалась, я просто не понимала и недопонимала многое. Это только самое начало, май месяц. И 3 июня украинская сторона отдает погибших с Малой Рогани. 250 тел. Они приехали в Ростов. Когда я вообще узнала, что привезли все-таки с Малой Рогани, я сразу поехала в Ростов в морг. И мы вот в первые 10 дней, когда я там была, я сказала, кто там еще может быть. Но конкретно я нашла с воинской части, с моего взвода с моим сыном, который был. Это Антон Жуков, Паша Суровицких, Суслов, Славик. И потом же у меня стали вот эти серьезные мысли приходить, что а если действительно мой сын погиб? И до сих пор тела нет. Но с Малой Рогани вернули, вот Жуков же там есть, Суслов же есть, они же были в одном месте, в одном поселке, в одних домах. Как? Любимцев попал в плен прям вот с соседнего дома, мой сын с другими ребятами был в соседнем доме. Не может же быть так, что вот эти в плен попали, обменены, вот этот погиб, его вернули. А где мой сын и Дима Петухов?
И вот сейчас, конкретно в сентябре, с кем числился еще мой сын, там еще двое, они сейчас совпали по ДНК в сентябре только. Это 19 месяцев прошло. То есть останки невозможно опознать и... А они только ждут ДНК, да, обработки ДНК. Что произошло в Малой Рогане в конце марта, начале апреля 2022 года? Вот твое расследование. Там каким-то чудным образом отошло все командование. То есть... Российское. Куда-то делось вот это командование. Все конкретно моего сына. Кому непосредственно я обращалась для того, чтобы его вернули в часть. Да, вот это командир Архипов. Чтобы выйти на Архипова, мне пришлось выходить там на 10 разных лиц. Чтобы до Архипова донесли, чтобы он немедленно вернул в расположение части моего сына. Это было после 14 марта, когда я вообще узнала, что он где-то там на Украине. Ну, никто Архипова не нашел. И 22 марта, когда мы связались с Кириллом по видеосвязи, я уже в тот день, 22 марта, я уже почуяла вот эту вот... Ну вот что-то произойдет. А после того, как он мне сказал, что нас так и не обменяли, меня так и не вернули, как бы я еще здесь, я не один. Я говорю, а где командир? Мам, никого уже нет. А вы что там делаете? За нами должны прийти, забрать. Но вот я вот вспомнила, что он сказал, что 28 марта нам готовят эвакуацию отсюда, 28 марта. А 28 марта он уже был в списках пропавших без вести в части. Что было дальше? Украинские военные, Кракен и Азов, и там же еще Слобожанщина какая-то группа была, они стали выдавливать российских солдат из этих населенных пунктов. Естественно, это боестолкновение, это война. Дан приказ, да, ребятам на смерть стоять. Эти ребята, которые выращены, да, им дали приказ. Это потом мы будем разбираться, какой приказ он выполнил. Преступный, то будет тот, кто дал этот приказ, наказан. А если нет, значит, все герои должны быть. И, конечно, военные Украины выдавливали российских солдат. Но по большой этой части, вот в этом-то населенном пункте, да, там были разведчики, там были контрактники, там были парни, которые по 10, по 15 лет служат в армии. Но там не должно быть такой категории, как мой сын. Моего сына там вообще не должно было быть. И если его там убили, то виноваты и те, кто убил, и те, кто его туда отправили. Да спрашивать с двух сторон надо. Не может быть тут одного виноватого, кто убил. Кто отправил, виновен. А после фотографии, когда мне прислали на дереве повешенный мальчишка, как он там мне написал, может быть, это твой сын? И я ему ответил, нет, это не мой сын, но это чей-то сын. Убитый и подвешенный на ремне от автомата. А это ты? Угу. Что, изменилось? Да. А как ты ею занималась-то все это время? Первый год я ее редко видела, потому что постоянно ездила. Надо было сына найти. Она очень такая, знаешь, она мудрая, что ли. Она поняла, что для меня это важно. Важно найти Кирилла. Ну, во-первых, да это мой сын, а это ее брат. И это и любимый у нее. Кирилл, это все там. Они, знаешь, заговорщики такие, вдвоем там. Ладно, все, пошли. Мы пошли гулять, все, пошли. Он там на нее все деньги спустит, а она этим и пользовалась. Молодец, молодец. Потом придут, где были? А это погуляли, там в кино сходили. Там, мама, мы были там, и там, и там. Я говорю, понятно, сейчас проверю, сколько вы там денег потратили на карте. Он мне вообще я на нее только начну там
быстро иди убери игрушки, наведи порядок. Он, что ты на нее орешь? Пошел, сам все убрал. Я говорю, ты ее приучаешь к лентяйству, она должна сама за собой убирать. Он говорит, она убирается еще. Сейчас она спит на его кровати. Да. Мне пришлось ее кровать вынести вообще в соседнюю квартиру. У нас была перестановка небольшая. Я вынесла ее кровать. И я говорю, ну, будешь спать со мной? Она говорит, нет, я буду спать на Кирилла кровати. Вот она там спит, на его кровати. С котом. С котом, да. А что Эмилия знает про Кирилла? Да, она все знает. Ты все знаешь? То есть мы можем... Да. Ну, когда мама разговаривает, она говорит, иди в комнату поиграй. Ну, Да, вот сейчас, когда разговаривает, иди в комнату поиграй. Иди в комнату поиграй. А ты все равно все слышишь? Да. Она так кричит, даже когда ночью разговариваем, я не засыпаю. А с кем она разговаривает? Не знаю, вот с Украиной. Когда мы были в машине, мама говорит, и я сказала, я в магазин говорю, тише, я с Украиной, там плохая связь. ну, у них Там там... мужчина какой-то из Украины, мама говорит, разговаривала. Ну, звонят, говорят там. Туда запрос сделали, туда сделали, пока ответов нет. Ну, ждем, Ирина, ждем. Но они с тобой уважительны? Да, вообще. Я скажу, что, наверное, все-таки зависит, вот как мне некоторые скажут, там, вот, я туда пришла, там, как скоты, как себя ведут, и слушать не хотят, ничего. Я говорю, слушай, так ты в себе-то разберись. Ну, если я с людьми нормально разговариваю, да они ко мне и нормально относятся, и нормально со мной разговаривают. Если я буду орать, что вы такие сякие, рассякие, во всем виноваты, то есть, да, это, какого диалога не будет. Ни у кого и никогда. Поэтому я стараюсь со всеми нормально. Я даже с этими военными, которые захватывали эту Малую Рогань, да, они же там не захватывали, они выбивали наши войска оттуда, наших ребят, и убивали. Это война, и там смертей очень много. И я же с ними разговариваю. И они с понятием, что если бы он у меня был, он мне так и сказал, если бы он у меня был, я бы вам его уже давно вернул. Ты свою ДНК посылала? Я скажу, что в Ростове я, наверное, одна единственная из всех родителей, у кого ДНК и мое, и моего сына, и отца сына биологического. Я в феврале месяце поехала в Ростов. Я с дома взяла вещи. 2 его кенгурихи, белую и коричневую, и брюки черные. Ну, чтобы наверняка откуда-то, вот я их не стирала. У меня это все лежало на одной полке. Он ушел в армию. Я должна была это все сгребсти в стиральную машинку, все перестирать и выгладить, чтобы это все ждало сына, когда он вернется. Но вот в какой-то последний момент, когда я достала эти, я думаю, ай, постираю потом. У него в 2 кофтах, в кенгурухах, там вот эти вот карманы-то. Внутри, я видела, я когда брала эти вещи, я там карман открыла, там маска лежит вот эта. Я же нашла все его документы и телефон. Я же этот телефон разблокировала сама. Я там нашла фотографию, что он как раз в этой красной кофте был, подстригаться ходил перед военкоматом. Сбривал себя наголо, еще сидит так, волосы так поднял, какой у него длинный селфи, ну, это фоткает в зеркало себя. Ты такой с таким вот чупом. И вот он там чуп тянет футболки, а вот перед зеркалом стоит там кофте вот в этой. А в военкомат он ходил с этой маской. И, естественно, я понимаю, он же в нее дышал. И вот прошел почти год, в марте был год, а в феврале я уже с этими вещами, с сумкой лечу на самолете из Москвы в Сочи, из Сочи до Ростова добираюсь. И я привожу эти вещи туда на ДНК. Я их сдаю. Хотя я же думаю, уже больше года, 1,5 года прошло, как эти вещи в шкафу. Может, они разлагаются, может, там я не права, может, я чего-то хочу невозможного. Но я всегда говорю, Господи, помоги, вот. Сделай так, как должно быть. И вот
на тебе, столько там было материала ДНК в этой маске, что она там прям на восторге перезванивала 99,5, что вещи принадлежат биологическому сыну Ирины Чистяковой. Ну, чтобы этого добиться, туда сколько надо было выездить. Мы там нашли, кстати, много ребят, подписанные мешки, не устояли там уже год. Что значит мешки стояли? Останки. Это как выглядит, как что? Обычный пакет, там косточки, прах. Какого размера? Разные. Кто-то сгорел, что смогли, то сгребли. Так вот из такой косточки выявилась ДНК, да, вот из такой, все опознали. А вот пришли кости, останки, скелет, из него там, не могут выявить ДНК. Почему? Какой-то грибок в костях. И вот таких останков очень много, с которых не выявить ДНК. Я видела, когда привозили останки, и ты мне объяснял, эксперт, он говорит, берем с этого номера, с этого тела уже 3-й раз, не типируется, не выявляется ДНК. Так, может быть, не типируется с кем-то, кто есть? Из него, чтобы протипироваться с кем-то, с кем есть, нужно, чтобы знать, кто это. Он должен сам протипироваться. То есть его материал должен быть в базе. А если материала нет в базе, он ни с кем и не совпадет, потому что его нету. Поэтому они эти останки по несколько раз загружают, выявляют из него. Получается, действительно, я знаю, что на 9-й раз даже брали и сошелся, с родителями. И я когда в мае приехала, я уже сама явилась в этот центр в ДНК, потому что для меня уже стало вообще подозрительным. Где мой сын? Пока никакой информации нет. Как нет? Пустите меня туда, запустите меня на Украину, да я, наверное, через 2 недели найду своего сына. Все у них есть. И в Украине они берут ДНК у всех наших погибших солдат. У кого нет документов, они у них берут ДНК. И эти тела хранятся в контейнерах и в моргах там везде. Но я также знаю, что поступают и другие погибшие. Контейнера освобождают, естественно, их захоранивают. По крайней мере, это есть места захоронения этих погибших. В Украине точно есть. Да и на российских территориях присоединенных они тоже есть. Просто не очень сейчас этим занимаются, потому что идут военные действия. Может так получиться, что ты себя обманываешь? На все воля Божья. У каждого человека есть свой путь. Есть какая-то миссия. И я себя не обманываю, а скорее всего, что кто-то там наверху распорядился, что я должна идти пройти это все. Я верующая не с того момента, как у меня сын ушел в армию или пропал, там изначально пропавший без вести был. У меня Эмилия родилась, я уже воцерковлялась. Имя ей выбрал Кирилл. Он говорит, мама, Эмилия. Я говорю, Эмилия. Ой, какое имя красивое, они там ее. Она правда, она родилась уже такая красотка. Тут Эмилия еще маленькая. Эти фотографии на холсте сделала Анастасия Бастанова, мама погибшего мальчика Кемала, сына своего. Он у нее тоже ушел на срочную службу, оказался там же в Малой Рогане и там погиб. Мы нашлись вместе с ней. И Кемал как раз нашелся, и тело его вернули погибшим как раз 3 июня, после нашего с тобой эфира. Вернули тела 250 человек. Там оказался Кемал. Мы вместе искали ее сына. Она, конечно, очень мудрая, она поняла. И она на холсте сделала эти фото для меня. Сколько вообще этих мам ты знаешь? Да я их много знаю, очень много.
Их даже не сосчитать. Это как песок. А по ним же можно посчитать, сколько людей погибло? Да, можно. Сколько погибло и сколько пропало. Так как я занимаюсь конкретно вот поиском Кирилла, и это Малая Рогань, Харьковская область, ну, это мое личное мнение. Там погибших больше 7 тысяч. В одном вот этом населенном пункте? Не населенная, это вот вся вот эта территория туда входит. И Циркуны, и Ольховка, и Изюм, вот это вот все, и Малая Рогань. Вот все, что ближе к Малой Рогани, это колоссальные потери. А за что? То надо спросить у тех, кто это начал. Вот это крайняя фотография, когда мы к нему поехали. Вот это было утро, а это мы уже днем с ним в машине. Вечером. Вечером, да, мы приехали. Это в Санкт-Петербурге. Мы с ней сфоткались, приехали вот к нему, и вот это мы сидим в машине. Вот делаем селфи. А вот это вот он меня сам фотографировал. Я вот сидела, у меня мама сильно заболела, и я сидела у окна, и вот он меня сфоткал. И я потом подумала, чудная фотография. У него есть дар пофотографировать. Это время, когда он ушел в армию. Весной ты поехала в сторону Украины, но ты не доехала до Украины, но ты была в прифронтовой зоне. Что ты там увидела? Разрушенные дома, люди, пострадавшие морально и физически. Одно дело по телевизору смотреть, другое дело, когда ты воочию это видишь. Там все вот, ну, просто разруха. Но также я видела новые дома в Мариуполе, построенные, и новые площадки. А чуть-чуть дальше едешь, там вот это все обожженное, разрушенное, без окон. Такой какой-то прям ужас. Вот реальный ужас. Я бы даже, наверное, при всем своем любопытстве, да, не зашла бы в такой дом. Сдалека вот так еще посмотреть, на машине едешь, вот так увидеть. Я была около этих домов, но я не зашла в подъезд. Мне страшно было. Зачем ты поехала в прифронтовую зону? Тебе честно сказать, идея фикс попасть в Харьков. Сначала думала как-то с кем-то договориться, чтобы поближе куда-нибудь к мирным людям меня завезли, чтобы мне попасть в такую в местность, где не так стреляют, не так бомбят. Виска покрутили, конечно. Типа сумасшедшая, что ли. Сколько ты там пробыла? Около недели. Ты задавала этим военным вопросы о Кирилле? Да, у всех есть фотографии Кирилла. Есть и в телефонах. Кто-то сам меня там в соцсетях нашел. У меня уже давно, я еще, говорит, в России был еще, пока не уехал на СВО, у меня уже была фотография Кирилла. И вот эти парни, они как раз выполняют эти задачи как раз уже вот на этом направлении. Та сторона, которая мне нужна, да, вот я и говорю, а можно мне, давай я приеду, там, куплю маску вот такую, удалю ресницы, поставлю себе бланш под глаз, там, типа, я пацан, я свой пацан, форма, бронежилет, там, говорю, вот как-то мне туда попасть. Мне говорят, даже не думай. А украинские официальные службы тебе отказывают? Они официально не отказывают, они да и не отвечают. И смысл к ним обращаться? Нужно, чтобы кто-то за меня там обратился. Это правда, что ты наняла частного детектива? Да. Там, в Малой Рогане? В Харькове. Это украинец? Украинец. Он ездил в Малую Рогань. За деньги? Бесплатно. То есть ты не наняла, а попросила? Да. Я спрашивала, что какие-то, он сказал, не смейте мне предлагать деньги. Может, с кого-то бы я и взял, а с вас нет. Так я больше скажу, что еще в прошлом году во Львов с Харькова, который от этого молокозавода, где произошло вот это преступление, реальное преступление, когда расстреляли наших военнопленных, безоружных.
Их привезли на молокозавод, их высаживали из этих автобусов, им стреляли по ногам. И это было со стороны вот тех военных, которые были с оружием, и военные без оружия. Они были чьи военные? Военные украинские расстреляли наших военнопленных российских. И это все происходило на молокозаводе. Это было 25-26 марта. И мой сын был среди этих ребят, я их видела на видео, которым стреляли по ногам. Я знаю их, и родственников их нашла. Мой сын был непосредственно с этими ребятами в Малой Рогане. И был ли мой сын, лежачий там вниз лицом на этом заводе, на этой площадке, я не знаю. И никто не знает. Когда он мне сказал, что его, как бы я прочитала, его нет, что 100% живых осталось, в плен попало всего 2 человека. Ну как в плен попало 2 человека, а я в плену нашла Галеева Вадима, Любимцева Дениса, Беклешова Кирилла, Молчанов попал в плен и еще 2 офицера. Ну это уже 6 человек. И сколько нам еще не показали. Причем Молчанова показали, а то, что с ним еще 2 попали, не показали. Но я знаю, что они с 59-го танкового полка с Ельни, они были обменены. После плена, ну, через пару недель. Галеева, Беклешова и Любимцева обменяли в прошлом году 30 июня. Вернули. Но если вы мне говорите, что с Рогани попало всего 2 человека, а я уже знаю 6, ну, есть у меня доверие к тому, кто это пишет. Что твой детектив и что все остальные люди расследовали? 9 человек были подняты в середине июня 22 года, предположительно с дома, где мог находиться Кирилл. Потом ситуация уже меняется. Появляется информация, что мой сын мог находиться Харьков-Чугуев с военными. Там была какая-то тоже мясорубка. Я очень просила найти вот этого Алексея Шаповал, который поднимал погибших в мае 22 года в Малой Рогане. Алексей Шаповал также нашел захоронение недалеко от канализационного люка. Это за поселком, вот за этим, за Рогань. Там вот ботинок, вот рыжая борода и чьи-то белоснежные зубы. Когда они вернулись через 2 или 3 дня, там уже были пустые вот эти ямы, выкопанные. То есть кто, когда и куда изгумировал и увезли эти тела, местные жители не знают. Дедушку этого, Алексея Шаповала, так и как бы это не смогли там найти. Это Кирилл родился первые сутки. Ты такой муж высокий был? Да, у меня все мужчины высокие. Мужчины Алексей и Александр. Этот 185 рост, а Александр был 188. Я маленькая, но мужчины высокие. Я как бы серьезно относилась к рождению сына. Это 2 года грудью кормила. Это его любимый дед. Это Алексей Федорович. Чей папа? Мужа. Кирюшин дед с той стороны по мужу. Это его мама, Евгения Михайловна. И вот мы даже развелись с ее сыном, а она меня встречает с роддома, когда я родила Емельку. Это моя бывшая свекровь. А это Кирилл, да? Это вот это он уже в военной форме в кадетке. Это она родилась, а он первый год учится. У них разница 12 лет. Угу. Вот ему здесь 12 в августе исполнится, а она родилась в январе. Как они сейчас переживают его отсутствие? Ну, Евгения Михайловна очень тяжело. И вот он мне в 12, вот он мне дарит. Ну, что ему 12? Смотри, что написал. Прочитаю. Дорогая мама, ты очень красивая и дорогая. Как же много ты для меня значишь. Представляешь? Как много ты для меня значишь. И у нас это обоюдно с ним. Он тоже для меня очень много значит. Когда он мне принес, я с роддома приехала, и он мне вот это вот принес.
Хотя я такая была некрасивая. Посмотри, какая я была. Это Эмилин папа. Я такая была пухлая. Ну, для меня было важно только, чтобы ребенок был здоровый, родился. И веселый. О, какой улыбашка. Он очень переживал наш разрыв с отцом. Смотри, полтора года. Геркулес. А тут килограммовую гантелю мою тащит. 1,5 года. Ты ему сделала удостоверение ветерана. Где оно? Такое невозможно сделать. Потому что даже я знаю военных, которые уже 1,5 года прошли огонь и воду и медные трубы, и они не могут добиться ветерана боевых действий. А я мама, которая мало того, что добилась, а это означает, что мой сын, жив. Это означает еще одно доказательство, что мой сын жив. И для меня доказательство, что мой сын жив. Удостоверение ветерана боевых действий. Мертвым не выдают. А то, что я его получила, это, конечно, такая победа из побед, я скажу. Зачем он тебе? Как же это? Во-первых, он там был, он там есть. И это его будущее, это его пенсия. Сейчас я, например, имею право на его жилье 50% оплату, да, по коммуналке. То есть вот на него. Я тебе скажу, что зарплату, правда, он великую получает, находясь до сих пор на Украине. 23 тысячи рублей в месяц. То есть она до сих пор получается? Я получаю его зарплату. Как они тебе выдали такое удостоверение? То, что они мне его выдали, это молодцы, конечно, слава богу. Но вот это удостоверение подготовлено не Республикой Карелия. Обычно все в регионах своих получают. А у меня удостоверение сын мой получил от Министерства обороны Российской Федерации. Это дорого стоит. Ведь это не карелы выдали, не наши, не из Карелии. Они мне только его вручили. Я, когда пришла, там конверт был Чистяковой Ирине Петровне. Мне же это в военкомате выдали. Я получила официальный документ в реестре, все, действующее. Я сейчас была с дочкой в Геленджике, я по его удостоверению 50, я по детскому билету. Для меня билет 2000 стоит, для Эмилии 1000. Вот с этим удостоверением и на меня был 1000 рублей билет на круиз на теплоход. Я-то не знала, я говорю, слушайте, а у вас как тут, Геленджик, понятно, город отдыха, веселья и развлекух, а тут такая мама с удостоверением ветерана боевых действий за сына. Можно, вот я как мама имею право? Она говорит, конечно. Она прям вот в кассе, она говорит, да. И мы вот по детскому билету. Может, поэтому так сильно никто и не возмущается войной? Да, я же все равно возмущаюсь. Мне одна там писала в чате у Шамсаила Саралеева. Да, я тоже пошла. Покажи, вот у меня-то есть доказательства. У меня есть фотографии, как мне вручают. У меня есть документы, реестры, номеры зарегистрированы. Да докажи. Я-то скинула фотографию. Вот мне выдают. Не, выдают за сына. Чем вот так вот верещать в чате? Да я. Почему объединение мам так и не произошло? Мам, жен. Потому что они до сих пор недопонимают, чего они вообще хотят. То есть у человека должна быть цель. Они что там, наверное, требовали? Вернуть, этих мобилизованных, отправить других. Давайте предположим, вот просто предположение. Вот предположим, мой муж. Вот у меня был бы муж, и он ушел на СВО. Вот он живой, все хорошо, он там воюет уже 1,5-2 года. Он за это время уже обучился. И вдруг у моей соседки, вот мой муж там, и чтобы вернуть его в отпуск, у моей соседки заберут 19-летнего парня и отправят туда. Сколько он там проживет? Неделю, 2? Так чего просят эти женщины, которые уже изначально
знали, куда идут их мужчины. Ну, ты предлагаешь пожертвовать теми, которые уже там? Но если кто-то готов своих 19-летних отдать за 40-летнего дядю, который придет здесь, будет бухать, пить и веселиться, и наслаждаться жизнью, то флаг им в руки. А выход-то какой? Заканчивать все это. Садиться за стол переговоров и прекращайте убивать друг друга. Вот такой выход. И тогда получается, что такая куча людей погибли вообще непонятно за что. Но мы должны потом узнать, за что они погибли. Нам должны это всем сказать. Нам должны сказать, за что. Стала ты жестче за это время? Угу, да. Страшно? Паршиво. Паршиво от всего. Не дают возможности вот нам, матерям, мне, как матери, не дают возможности помочь военнопленным, пропавшим и погибшим. Сделайте нам вот эту гуманитарную миссию. Мы хорошо очень общаемся с украинскими матерями. Там адекватные мамы, которые... Это мы в этой ситуации в СВО с 22 года. А они-то с 14-го, у них опыт там такой, ой-ой-ой, искать своих пропавших без вести и погибших. Нам у них учиться. Только вот здесь вот эти сидят Кашеваровы всякие. Это вообще, прости ты, Господи. Что он тебе сделал? Кашеварова? Ну, это та барышня, которая также держит чаты. Они такие патриоты. Но, по идее, это для страны ничего не делают. Они не хотят найти пропавших без вести. А я же это... Вот я читаю уже между строк. Им нужна борьба, война, борьба и как можно дальше. Мне вот эти вот столкновения с отрядами безмозглых патриотов, знаешь, не очень-то и это... Давайте объединимся, давайте контактировать. Нам нужно сейчас по возможности обменять наших военнопленных, найти пропавших без вести, найти погибших. Мы это можем сделать только объединившись. Да как это не могут понять? Объединившись с украинскими матерями. Хорошо, пусть Красный Крест собирает эти ДНК и отвозит их в эту организацию СМП. Заключите вы эти договора, соглашения. Да почему мы должны вот выбивать? Я не знаю как. Я готова сама поехать в Германию, хоть на Таити, сдать ДНК, привезти ДНК сына своего. И что если он погиб, если вот эти два источника, то хотя бы мне подтвердят, есть он там, его останки на Украине или нет. В какой момент ты создаешь фонд «Солнце жизни»? Когда Кирилл был пропавший без вести, это же все на каком-то автопилоте происходило. Я понимала, что надо, а как это делать, как этим заниматься, что надо делать. Я же как свинья в апельсинах. Я вообще ничего не знаю. У меня, например, нету никого знакомых, у кого были благотворительные фонды. Мне не с кем посоветоваться. А влезать к людям там... вот я тут такая, я создала фонд, вы мне поможете, как там, что надо. И, конечно, я иду, набиваю шишки, на меня уже там выписали административный штраф, что я не подала там им. Я ущерба никакого государству не нанесла. У меня переводов никаких не было. Я оплатила эти 122 рубля. То есть там постоянно какие-то штрафы. Ты еще ничего не сделал, тебя уже штрафовали. Кому ты помогаешь? Сейчас осужденным военным. Тем, которые вернулись со СВО, вернулись в расположение части. Один узнал, что никаких выплат за 3 месяца нет. Также он узнал, что контракт за него подписали. То есть не его подпись на контракте стоит. Он не подписывал вообще никаких бумаг. А второй, который там пробыл 8 месяцев, медрота. И вот он как раз собирал погибших и раненых. 2 или 3 контузии у него. Не ложился в госпиталь, вернулся в место расположения части. И он оказался из части моего сына. Прям 29 760. И он мне говорит, я приехал туда, написал
рапорт. Ну, там, ну, что-то написал там на отпуск. Их отправили, сказали вернуться там через столько-то. Они вернулись, их опять отправили, типа гуляйте. А потом объявили в Сочи. Самовольно покинул часть. То есть заполняем места заключенных, которые также ушли защищать Родину. А ты считаешь, что защитой Родины? Ну, раз так говорят. Ну, мало ли что говорят. Ну, у каждого свое мнение. Оставим при себе. Ну, пока вот они говорят, что они защищают Родину. Цели войны, которые называют специальной военной операцией, тебе стали яснее? Да нет, я до сих пор не знаю. Я вообще не знаю. А людям там они ясны? Ну, да, они более в этом понимают. Ну, раз они все равно туда возвращаются. Ну, мотивация какая? Это работа такая? Убивать других людей? Я тебе скажу, что вот я сейчас, когда с парнями пила кофе в Петрозаводске, я у них спросила, говорю, ну что там по деньгам? Почти все трое сказали практически одно и то же. Дело уже не в деньгах. Я говорю, а в чем? Дело уже в том, что, будучи там, открывается другая картина, которая вам здесь не видна. У них другая картина. Я хочу сделать так, чтобы две стороны, вот справа война, слева война. Все, это боль, это трагедия, это мои бессонные ночи, это ухудшение самочувствия. Это все, что вот связано сейчас со СВО, это связано непосредственно со мной. Но если это все откинуть, я хочу, чтобы вот эти две стороны воюющие, правая и левая, разрешили нам сделать вот этот гуманитарный коридор, чтобы мы могли, родители, жены, отцы, которые воспитывали одни своих сыновей, чтобы мы могли из России сдать ДНК в Украину. Но чтобы вот сдать ДНК в Украину, я должна туда попасть. Очень хочется, чтобы какая-то независимая организация, которая закроет глаза на все это и поможет нам по пропавшим без вести и по военнопленным. Вот это сейчас самое главное – вернуть наших военнопленных и найти пропавших без вести. Погибшие и пропавшие без вести, что на Украине, что в России, это практически одно и то же. Для меня лично пропавший без вести – это не приговор. Мы знаем и из фильмов, и из жизни людей, да, когда и через 5, через 10 лет возвращались. Но возвращались пропавшие без вести. Но вот есть организация, ИСМП называется. Она была создана после Югославии. Можно прибегнуть к этой организации. Они возьмут ДНК, который в Украине. Это погибшие российские солдаты и погибшие украинские солдаты. У них все там есть. И мы можем, независимо, да, там, от поездки в Украину, поехать в Германию, где дислоцируется вот эта вот организация. Они же сделали прорыв, они десятилетия не могли найти пропавших, да, без вести там после этой бойни в Югославии. По созданию этого банка они в течение короткого времени, 2 года что ли, около 70-80% нашли пропавших без вести, опознали. Независимая международная организация, которая возьмет в Украине ДНК российских солдат, и мы, как российские матери и матери Украины, можем сдать в эту организацию эти ДНК, свои ДНК. Ну, раз у нас такие проблемы, по 1,5 года и 20 месяцев лежит тело в морге, и потом раз в сентябре, в октябре выстрелил. Как ты себе представляешь, что такое патриотизм сейчас? Что такое любовь к своей стране? Патриотизм. Знаешь, я сейчас говорю, как обесценили медали, память наших дедов. Так и обесценивают патриотизм. Сейчас либо те, кто реально убеждены, они убеждены,
что там нацизм, и они борются с нацизмом. И те, кто знают, что там нет нацизма, и что просто столкнули два славянских народа. Это две категории людей. А вот эти вот псевдопатриоты, которые по чатам сидят, орут и кукарекают. А ты кто? Ты какая? Я просто мама своего сына. Я мать, которая родила сына, которая любила его всю жизнь. И он меня любил. И любит. Вот у меня опять любил. Знаешь, иногда вот это вот проскальзывает. Был и любил, да, в прошедшем времени. Я сразу себя это одергиваю. Был, когда был дома, да, любил. Что он, когда домой заходил, знаешь, как там... Я ну, там, постучить, например, я ключ в дверях оставила. Я слышу, шкребет, там, ключом выбивает. Я подхожу, он так, ну опять, у тебя же нет склероза, ты что у меня такая молодая, красивая. Это еще тогда, там, 3 года там назад. Я говорю, да я по инерции. И он так сразу, чмок, понимаешь, все. Я говорю, ага, нахулиганил что-то. Есть чуть-чуть. Это моя опора. Вот сейчас у меня нет мужа. Я как в 2007 году развелась, а сейчас 2023. Я так замуж ни за кого и не вышла. И не собираюсь уже, потому что я посмотрела на этот контингент, который есть. Как один мне... Я сейчас, наверное, этот полковник 100% посмотрит. Я, наверное, чуть-чуть неправильно назову. Но он мне сказал, я сейчас понял, знаете, почему вы не замужем? Я говорю, почему? Ваши мужчины в эпохе Анны Карениной. Я говорю, ну да, мне пора под поезд. Понимаешь? Я реально... А я вот сына воспитывала именно вот, чтобы на него жена его не могла надышаться. Я в него вот столько всего этого вкладывала. Я обожаю своих детей. За своих детей я порву. Я порву. И мне не стыдно, что когда я пришла в садик и увидела, как нянька вот так моего сына в 1,5 года за шкиботник, вот как котенка, так что. Я вот когда влетела уже в коридор детского сада, он же вот такой узкий, у меня уже шторки были. Вот когда я зашла, она такая, здравствуйте, Ирина Петровна. Я дверь закрыла, чтобы детей там не было. И вот так зашкварник ее по всем этим ящикам с детской одеждой. Я говорю, нравится? Что вы делаете? Я ее пинками допинала до кабинета заведующей. И я прям стою, я говорю, вот это должна написать заявление немедленно на увольнение. Иначе я ее протяну вот по прокуратурам, по всем до суда. И она написала заявление на увольнение. После там уже знали, что идет мама Кирилла Чистякова, держите, ухо востро. Та мать за своего сына, вам хана, не дай бог. Пылинки сдувайте. Мне кажется, что в прошлый раз, когда мы с тобой встречались, тебе было больше злости по отношению к генералам, к каким-то начальникам, к каким-то людям, которые... А сейчас нет. Сейчас Устала? нет. Устала? Я перестала на них злиться. Я на них смотрю, как на обычных смертных из такой же плоти и крови. Ткни там этого генерала иголкой, чтобы он не видел, что он сделал. Он подпрыгнет, он такой же, как и мы, люди, правильно? Я такая думаю, они такие же зависимые от всего. Значит, нужно подстраиваться под эту систему. И тогда начинает все получаться. И меня слышат, и звонят, и беспокоятся, и делают. И вот ситуация, вот Кирилл у меня реальный собственник, больше половины квартиры в собственности у него. И доля у Емели. У меня вообще ничего нет. У меня только прописка. Наш дом, его квартира, которая принадлежит ему и Емеле, попадает под расселение. Зимой там мне позвонили с администрации, предоставьте документы, а он же собственник. И, значит, я уже понимаю, что мне надо найти доверенность, ту, которую я ему отправляла в часть воинскую. Когда я уже знала, что он в Луге, я ему в декабре 21 года. 21 года, да.
прислала на WhatsApp, на его телефон, чтобы он распечатал, показал командиру. Там было доверие, здесь доверие, там на все. Тем более он знал прекрасно, что мы готовимся к расселению. Я говорю, какой этаж? Он говорит, 7-й. Я говорю, что 7-й, 2 и 5. Он говорит, нет, 7-й поближе, там все-таки строение будет, сама понимаешь, что-нибудь перед носом построит. Так хоть выше, так это, и хоть солнце видеть, да, так солнце видеть. Минстрой наш, мне там он задал вопрос, говорит, а какой бы вы хотели этаж? И я сразу четко говорю, 7-й. Сын сказал 7-й этаж. Он же собственник, это его волеизъявление. Что ты думаешь? Они мне дают на 7-м этаже. Услышана я была. Потом вопрос с документами. Кто будет подписывать документ? И как получить эту квартиру? Его-то нет. Архипова тоже нет, да, в части. И, естественно... Архипов – это его командир. Это который ответственный, да, Архипов. А где он сейчас? Да вообще я не знаю, где он. Я вот 20 месяцев, как Кирилл пропал, 20 месяцев не могу найти Архипова. Но он жив? Откуда я знаю? Я не слышала, чтобы он погиб. Но вот то, что я его не могу нигде найти, а у меня уже в каждой части есть так свой человечек, да, там он говорит, нету у нас такого, нету. Я не знаю, может быть, Владимир Владимирович Путин привлек всех, а мы не знаем. Может, сидит, мы просто не знаем об этом. И вот хороший майор в части носом рыл несколько месяцев и все-таки отыскал эту доверенность. Позвонил мне, мы с Эмилькой приехали в часть, вот он мне вынес. И вот это спасло мою вот эту ситуацию, потому что, представьте, они бы дали 1/4 доли на Эмилию, а 3/4 бы квартиры было за администрацией. Знаешь, что такое оставить на администрации жилье благоустроенное? Я не верю государству, не верю нашим вот этим, кто сидят в регионах, где гарантия, что через полгода, через год у меня там бабушка какая-нибудь с дедушкой с пудожа по расселению не появятся на этой муниципальной площади. Я написала президенту. И вот эти службы стали работать только после того, когда им от президента спустилось письмо в регион. От президента какого? От Путина. Я написала в палату президента все свои претензии к нашей администрации. А они тебе не говорили, что и этот вопрос ты могла бы решить с помощью тех денег, от которых ты отказываешься? Но если они мне такое скажут, они будут сидеть. Понимаешь? Потому что я добьюсь этого, что это вы мне тут. Мне там в этом письме она объясняет, что 10 квадратных метров на человека вас трое, и вы как член семьи, участника ветерана боевых действий, как бы вы не являетесь нуждающей. И вам у нас в Петрозаводске мне написали, что это 10 квадратных метров на человека. И вот нам дают вот эту вот евро-двушку, каменный мешок, без люстр, карнизов, кухни, шкафов, да, вот это все надо перевести. И я вот им говорю, вы решили вопрос, как я буду туда переезжать с дочкой? Она говорит, нет, не решили. Я говорю, а кто будет его решать? Вот у меня нету сил решать этот вопрос с переездом. А я и не хочу. Я хочу здесь дождаться своего сына. И с ним вместе переехать в ту квартиру. Это, конечно, никто мне не позволит. Они отключат дом от отопления, от воды. В общем, пошли на компромисс, что не 2 недели освободить квартиру, а 2 месяца, до 31 декабря. Я должна переехать. Если ты говоришь, что все эти генералы, и майоры, и лейтенанты, и солдаты, все они люди подневольные, и ты им, в общем, прощаешь то, в чем они участвуют, то кто тогда должен перестать участвовать и остановить все? Ой, я не знаю, Катя. Это такой вопрос, такой прямо... У женщин нет сил, у мужчины люди подневольные. Так получается. Мужчина уже родился солдатом в любой стране мира. Он уже родился солдатом. Это кто сказал? Любой мужчина, он идет в армию. Кто это? Как ты задала вопрос? Кто должен? Кто должен это оставить? Хороший вопрос. Кто? Я думаю, если все-таки здравомыслящие люди в правительстве есть, то вот эти вот
Люди вместе с президентами стран должны собраться, как раньше, за каким-то круглым большим столом и прийти к чему-то, прекратить и в Украине, и в Палестине. Кто-то должен остановить вообще вот этот вот мировой беспредел, который сейчас происходит. А может быть, это кончится, когда мы перестанем выращивать своих детей сразу солдатами? Вот сейчас на Красной площади танки стоят. На них женщины сажают детей. Зачем? Чтобы сфотографировать. Ну, я в этом ничего плохого не вижу. Посадить ребенка на танк, сфотографировать. А он же не стреляет, этот танк здесь стоит. Ну, пока не стреляет. Ну, и не дай бог, что начнут стрелять. Ну, ты же говоришь, что ты выращивала Кирилла все время в идее, что он станет военным. Кадетка, Да. армия. Ну как, мне нужен достойный сын. Я же не хочу сына То есть без погонов этого не будет. Я не хочу сына там уголовника, да, я там не хочу сына с какими-то там понятиями, которые расходятся там с моим мировоззрением. Я родилась в 70-х годах. Я жила в 80-е, росла в 80-е, в 90-е. В 90-м я уже более-менее вот понимаешь, когда эта разруха, передел вот этого всего началось. Я все видела. Я видела, как мои братья, которые были довольно все успешные, в 90-е годы все потеряли работу, а все работали на железной дороге. Это было золотое дно. У всех отобрали комнаты, там, общежития, жилье. Ничего не было в городе, все вернулись в деревню. Но развили зато свое хозяйство. У нас были лошади, кони, кобылы же, ребята, коровы, овцы, трактора, короче, все было. Мы жили, не тужили. Я видела же по своим... Вот Витька, брат с армии, приходит, красавец, здоровый, ну прям кровь с молоком. И я и рождена, и выросла в той среде, в большой семье, когда кто-то уходит в армию, возвращаются из армии. И они были другие, например, кто-то там по баням, да, там пьянствует. А эти пришли с армии, такие прям девки толпой за ними бегали. И у нас заложено, видимо, было, что вырастить достойного, который не бросит тебя в старости, это только, наверное, вот так. Через армию. Закалить, да. Так как я без мужа его вырастила, и очень сейчас понимаю, что достойно справилась с этим, что вырастила для себя достойного сына. Не знаю, да есть в чем я себя виню, но я не хочу в это углубляться, потому что это будет меня есть изнутри. Есть моменты, которые надо было бы поменять. Но я видела такой путь. Мне снится Кирилл, и у меня такие сны, как настоящие, как будто это происходит сейчас. Я как будто встаю, стук в дверь, открываю дверь, и вот он заходит в этой толстовке, да, в этой вот толстовке в своей белой, в шортах, в этих кроссовках, кепка у него такая прикольная. И он тут стоит в прихожей у зеркала, я к нему подхожу, говорю: Кирюшенька, сынок, ты вернулся. Я прям его беру, обнимаю, я запах его чувствую в этом сне. Я понимаю, что это сон, уже вот он сейчас уйдет, и я ему уже говорю: нет, не уходи, пожалуйста, не уходи. А он говорит: мне надо. Он выходит из квартиры. А тут он стоит, я к нему подхожу, плачу. Я говорю: Кирилл, ну почему вот... Зачем ты вообще ворвался? Вот зачем я тебя таким вот растила, чтобы вот так вот сейчас тебя искать? В военной тематике я его всю дорогу растила. В кадетский, спорт, вот это все, лыжи, хоккей. Уже с температурой 37,5 мог встать и пойти в футбол играть, чтобы не подвести свою команду. Вот такой человек. Ответственный с детства за других. Вот там другу надо помочь, и пойдет. Но никогда не поставит, если я заболела, Милька маленькая, а мы жили втроем,
Его зовут, он говорит, не, я не пойду, у меня мама болеет, и мелкая на руках, он ее мелкой называл. И он оставался дома, он не, вот просто так погулять, оставить меня дома, там, когда я болею, нет, такого не было никогда. Он всегда оставался дома. У нас с ним был уговор, он в автодоре учился на права, и мне сказал, так, иди тоже в автошколу, будем получать права вместе. Я говорю, ну давай. Я закончила автошколу, потом ковид, мовид, короче, вся эта система, закрытие дома, короче, никто никуда не выходит. Но он там втихаря, конечно, со своим водителем, она за ним приезжала, они ездили. Ну, а наши в автошколе, конечно, этого не делали. То есть он ездил, потом шел, сдал компьютер со 2-го раза. Он говорит, ты когда пойдешь? Я говорю, слушай, ну сейчас надо к школе готовить, Эмилька в 1 класс идет, и туда-сюда. Он такой, ладно, давай так, я приду с армии, чтобы у тебя были уже права. А он так и не сдал, потому что у него сон уж в армию ушел. Я ему еще говорю, иди ты, подожди, ну осталось только город. И тут мне снится сон. Ты сдала на права? Я говорю, нет, ты же мне обещала. Я же тебе сказала, когда я говорю, так я же тебе сказала, когда ты вернешься, ты он говорит, нет. Когда я вернусь, ты должна быть с правами. Это в марте мне снится, я еду в поезде, мне снится этот сон. Прям четкий такой, он прям вот стоит. И в мае месяце я сдаю на права. Сдала, да? Сдала со 2-го раза, сдала. Потом мне снится сон, что я его опять встречаю, он идет с военными, весь такой потерянный, не улыбается, грустный, рваная сзади футболка, спина вот эта голая. Я помогаю ему подняться там на террасу, значит, он там внизу идет, он и 3 солдата. И он залезает на эту террасу, и я прям вот чувствую, как я помогаю ему, вот поднимаю его, я чувствую вот его это тело, спину чувствую, тепло. И вот когда через какую-то перекладину ты затаскиваешь человека, ты падаешь. И я в этом сне вместе с ним упала, и вот мы засмеялись. Я проснулась. Я такая думаю, так, я тебя должна поднять. Я тебя должна поднять. Там, откуда-то я тебя должна поднять, вытащить откуда-то. Знаешь, у меня вот сразу вот это вот. И я после таких снов сразу начинаю какую-то активизацию. Вот он чуть-чуть меня там, хоп. Бывает у тебя такое ощущение, что ты сходишь с ума? Нет, я сейчас общалась с психологом. Она, конечно, сказала, что у меня внутреннее глубокое, да, вот это потрясение. Во всем остальном все вот четко, идеально. Я во всем ориентируюсь. Вот просто вот все четко, как по часам. Она мне релаксы назначила. Я стала ходить на эти шум воды, смотреть это, лежать в наушниках по полчаса. Помогает, я скажу, помогает. Я бы посоветовала многим мамам походить вот на такие. А как вот это вот бьется с тем, что он где-то там, если он жив, а ты здесь в релаксе? А я в релаксе для себя, чтобы мне дальше силы его найти. Если я уйду в состояние болезни, кому я сделаю хорошо? Ему? Ей? Себе? Нужно четко все понимать, за все отвечать, действовать, требовать, у кого-то просить, может быть, кого-то умолять, но и молиться обязательно. Тогда вот этот вот будет вот этот баланс, ты сможешь его удержать. Да бывает у меня, конечно, Миля знает, у меня бывает, и как прорвет, так прорвет. Вот я проплачусь, потом встану, суп сварю, знаешь, вот. Я на эту фотку смотрю и говорю, я хочу, чтобы ты ко мне вот так бежал. Я иду, он ко мне бежит по аллее. Прям. Я хочу, чтобы ты ко мне бежал. Вот так, чтобы я тебя встретила. Ты ставишь себе какой-то временной предел, когда вот ты перестанешь надеяться, когда ты перестанешь вот так вот что-то предпринимать? Ну, наверное, когда умру. Пока мы живем, мы можем еще что-то изменить. Ты про себя думаешь, что ты и есть Россия? Вот Россия такая? Наверное, должна быть. Наверное, должна быть.